После этого случая аквапарк закрыли навсегда. Всем панкейк! Бывали ли вы когда-нибудь в аквапарке? Это прекрасное место, где можно весело провести время с друзьями. Но не каждое посещение аквапарка оставляет лишь приятные впечатления, ведь это очень опасное место, требующее четкого соблюдения техники безопасности. Мы собрали для вас несколько случаев, когда приятное времяпровождение обернулось печальной трагедией. Самый безобидный случай из нашей подборки произошел на океанском круизном лайнере. Здесь было немало различных развлечений и аттракционов, в том числе водные горки. Все они перед эксплуатацией проходили множество тестов во избежание несчастных случаев, но что-то пошло не так. Аттракцион Ocean Loops, водная горка в закрытой трубе, почему-то дал сбой, и в нем застряла женщина. Были соблюдены все правила техники безопасности, но аварии избежать не удалось. Девушке пришлось провести немало времени в трубе, прежде чем ее оттуда достали. Неизвестно, сколько именно часов прошло до того, как ее вызволили спасатели. К счастью, пострадавшая отделалась лишь легким испугом, но это могло бы стать настоящей трагедией для человека с клаустрофобией. «У меня проблемы с дыханием, когда я просто смотрю на это», — написал один комментатор к видео, а другой сказал: «У меня сердце заколотилось, застрять в прозрачной трубе, подвешенной над океаном, нет!» После этого случая аттракционы корабля прошли немало проверок, и администрацией аквапарка были пересмотрены требования к технике безопасности. Все аквапарки активно соревнуются на звание самой длинной, самой высокой, самой быстрой горки, нередко забывая про безопасность посетителей. Ужасная трагедия произошла в 2016 году в аквапарке Шлиттербан в Канзас-Сити. Любители острых ощущений, братья Калеб и Натан Шваб, решили прокатиться с самой высокой на тот момент водной горки в мире высотой 51 метр. Это почти как 17-этажное здание. Рафты развивали скорость до 110 км в час, и мальчишки просто не могли пройти мимо такой возможности выброса адреналина. Они поднялись на 264 ступеньки, сели в рафты и покатились вниз. Младшего из них, Калеба, посадили между двумя женщинами, но в какой-то момент рафт подлетел в воздух и вжал посетителей в защитную стену. Все могло бы закончиться не так трагично, вот только стена представляла собой сетку, натянутую на металлические крепления. Мальчик так сильно ударился, что его буквально обезглавило. Конечно, он погиб. Женщины тоже пострадали. Одна из них сломала челюсть, вторая повредила лицо. Позже горку разобрали, а администрации парка предъявили обвинения. Но не только на самых высоких и экстремальных горках происходят несчастные случаи. Порой даже самые безопасные водные комплексы могут стать причиной трагедии. В 2013 году в российском городе Мытищи во время посещения такого аквапарка погиб 9-летний мальчик. Оставшись без присмотра родителей, он снял спасательный жилет и отправился на аттракцион, предназначенный для лиц более старшего возраста. Мальчика никто не остановил, сотрудники проявили халатность. Впоследствии ребенок перевернулся на надувном бублике, на котором нужно было скатываться с водной горки, и захлебнулся водой. Мальчик пробыл под водой целых 4 минуты, но никто ему не помог. Спасателей не было на рабочем месте. Скорее всего, они ушли, потому что близился конец рабочего дня. Если бы все обернулось иначе, потраченного впустую времени хватило бы для того, чтобы спасти ребенка. По факту смерти мальчика возбудили уголовное дело, а администрация парка вскоре усилила меры безопасности. Несчастные случаи в аквапарках происходят с пугающей регулярностью. Гибель людей при посещении подобных аттракционов зафиксирована во многих городах мира. Нарушение правил безопасности, несоответствие оборудования современным стандартам качества может привести и к более масштабным трагедиям. Так, 12 января 2008 года в таиландском аквапарке рухнула водная горка. В этот день в Таиланде отмечали традиционный праздник детства. По этому случаю в парк аттракционов, расположенный в пригороде столицы Таиланда, пришло большое количество детей. Они забрались по ступенькам на высокую, размером с 3-этажное здание, горку и терпеливо ждали своей очереди. Но во второй половине дня по местному времени неожиданно произошла трагедия. Горка рухнула. 7 детей упали с высоты, и еще 22 человека получили травмы разной степени тяжести, ушибы головы, переломы ребер. Трагедии удалось бы избежать, если бы сотрудники аквапарка ответственно отнеслись к безопасности аттракционов и своевременно проверяли оборудование.
Иногда смерть может наступить по собственной глупости и неосторожности. Нахождение на территории аквапарка в пьяном виде, несоблюдение правил и техники безопасности – все это может привести к нежелательным последствиям. В США, в штате Аризона, 32-летний мужчина пробрался в аквапарк поздно ночью. Он решил скатиться с высокой закрытой горки, но по неизвестным причинам застрял, оказавшись в ловушке. В некоторых источниках сообщается, что мужчина застрял не в самой горке, а в ее металлической опоре. Зачем и как он туда пролез, неизвестно. Горка имеет необычную форму, и чтобы оказаться там, куда попал мужчина, нужно приложить немало усилий. Приглушенные крики о помощи услышал полицейский, патрулирующий в ту ночь около аквапарка. Он сразу вызвал спасателей, но тем не удалось вызволить мужчину живым. Пострадавший перестал разговаривать с подоспевшими спасателями около 2 часов ночи. Однако и сама операция по спасению затянулась. Доступ к трубе был настолько затруднен, что требовался практически полный ее демонтаж. Тело погибшего мужчины достали лишь ближе к 7 часам утра. Точная причина смерти неизвестна. Другая история, в которой сам человек виноват в случившемся, произошла в 2019 году. 23-летний британский турист Дэвид Брифот сломал шею, съехав с горки в аквапарке головой вперед. Инцидент произошел в аквапарке Акваландия в испанском городе Бенидорм. Молодой человек отдыхал в Испании со своей девушкой. Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе. При входе в воду Брифот наклонил голову вперед и сломал шею. Его девушка съехала в воду благополучно. Когда британец пришел в себя, то сказал, что не чувствует ног. Мужчине пришлось пройти немало различных курсов реабилитации, лечение было длительным. Но полностью восстановиться он так и не смог. Британец больше никогда не сможет ходить. Так, нарушение техники безопасности повлекло за собой ужасные последствия. Аквапарк — это не только горки. Бывают ситуации, в которых само нахождение в здании аквапарка или же на его территории угрожает жизни и здоровью посетителей. А если вам интересно узнать, о каких именно ситуациях далее пойдет речь, досмотрите видео до конца и обязательно поставьте лайк. А мы продолжаем. Приятного просмотра. Волновой бассейн – незаменимый аттракцион в современных аквапарках. И считается он одним из самых безопасных, поскольку в самом бассейне не находится никаких механических частей системы. Все спрятано за бетонной стеной. Посетители видят лишь воду и волны. Но иногда даже самые безопасные аттракционы могут дать сбой. Эта история произошла на северо-востоке Китая в 2019 году. Волновой бассейн здесь пользовался огромной популярностью. Около 100 людей отдыхали на искусственных волнах в тот момент, когда система дала сбой. Создаваемые специальным аппаратом волны стали резко становиться все больше и больше, пока одна из них не достигла высоты 3 метров. Она накрыла плавающих с головой, снесла с ног людей, стоявших у бортиков. Посетители стали падать друг на друга, а сила волны ударяла их о стенки бассейна. 44 человека получили травмы разной степени тяжести. Кто-то переломы, а кто-то лишь ушибы. Но всем им потребовалась медицинская помощь. 5 человек и вовсе были госпитализированы. Администрация аквапарка заявила, что в бассейне с искусственной волной сломался механизм, и после починки он снова был открыт. Кроме того, опасность могут представлять не только искусственные волны, но и сама вода. Как известно, ее в аквапарках и бассейнах обрабатывают специальными средствами, но не всегда соблюдается их правильная концентрация. В некоторых учреждениях нарушаются нормы по содержанию хлора в воде. Это может привести к аллергии, серьезному раздражению глаз или даже отравлению. В июле 2021 года в российском городе Казань несколько посетителей аквапарка «Ривьера» пострадали от превышения концентрации хлора в воде. Это произошло из-за технического сбоя в оборудовании, очищающем бассейн. Симптомы отравления парами хлора появились у маленькой девочки. Дочка начала плакать и сильно кашлять, как будто пыталась что-то выкашлять. Она не только кашляла, но и задыхалась, как будто собиралась потерять сознание и сильно побледнела, рассказал ее отец. Кроме того, один ребенок попал в реанимацию. 9-летний мальчик оказался в эпицентре выброса хлора оборудованием. Сразу же начал сильно кашлять, задыхаться, жаловаться на боль в груди. Он плакал и не понимал, что с ним происходит. Мальчика и еще 4 детей увезли на скорой. Вскоре здоровье всех детей восстановилось, администрация аквапарка предъявили обвинения и выписали крупный штраф. В том же городе произошла еще одна ужасная трагедия. В местном аквапарке бесследно исчез 13-летний мальчик. Искали его все – родители, спасатели, администрация и даже водолазы. Были обследованы все водные аттракционы и бассейны.
Но мальчик как сквозь землю провалился. И только спустя 3 недели работники аквапарка заметили, что вода помутнела. Они не стали выгонять из-за этого отдыхающих и дождались конца рабочего дня. Всем было понятно, что сломался насос. Вызвали слесарей. Когда открыли крышку отстойника, в нос ударил сильный запах, а внутри, в металлическом коробе, лежало что-то черное. Только по электронному браслету удалось выяснить, что это было тело того самого пропавшего мальчика. Откачивающая воду из бассейна труба находилась в 80 сантиметрах от трапа, по которому отдыхающие спускаются в бассейн, и никакой отдельной решеткой она никогда не закрывалась. У специалистов версия о том, что мальчика затянуло в трубу, вызывала сомнения из-за диаметра отверстия. Между тем, простое математическое уравнение показывает, что в трубе диаметром 33 сантиметра спокойно уместится даже взрослый человек. Аквапарк закрыли, но ненадолго, лишь на неделю, чтобы прочистить насос. На администрацию аквапарка завели уголовное дело. Незащищенная или слишком мощная система слива часто становится виновницей смертей. Не всегда посетителей засасывает в трубу полностью, бывает, кого-то просто настолько сильно притягивает к сливу, что выбраться самостоятельно просто невозможно. Так в аквапарке «Фристайл» в столичном городе Беларуси притянуло к сливу 18-летнюю девушку. В бассейне небольшая глубина, взрослому где-то по грудь, рассказывает очевидец происходящего. Я как раз сидела на шезлонге и следила за своим ребенком. 2 мужчин вдруг стали звать спасателей. Оказалось, что на дне бассейна лежит женщина. Спасатели пришли и стали пробовать ее вытягивать. Вдвоем не смогли, говорили, засосало. Они пытались и за руки, и за туловище ее тянуть, не выходило. В итоге там собралось человек 5, и вот только они все вместе смогли эту женщину вытащить. К ней подбежал, по всей видимости, муж. Как увидел, что она без движения, забился в истерике. Девушка погибла. На администрацию аквапарка завели уголовное дело. Выяснилось, что решетка находилась в неисправном состоянии, но в аквапарке после гибели человека не провели никакого внутреннего расследования и проверки, чтобы впредь такого не произошло. Аквапарк продолжил свою работу, как ни в чем не бывало. Последняя ситуация, о которой мы расскажем вам в нашем видео, произошла в столице России. Ужасная трагедия унесла жизни 28 человек. Трагедии всегда одним ударом разделяют нашу жизнь на до и после. Так и случилось морозным февральским вечером 2004 года. В тот субботний день нашлось немало желающих перенестись, пусть и на время, из скованной 20-градусным морозом столицы в маленький тропический рай с пальмами в таком фантастическом месте, как Трансвааль-парк. В этот день здесь отдыхали 1300 человек. В 6 часов вечера началась вечерняя дискотека. Люди плавали в бассейнах, сидели в кафе и барах. Странный хлопок, который услышали многие посетители, раздался примерно в 19:15. Треснул стеклянный купол аквапарка. Почти сразу на бассейны, в основном на детский, упало несколько тысяч осколков стекла. 5000 квадратных метров бетонных и стеклянных конструкций накрыли практически всю водную часть комплекса. Один из самых больших аквапарков Европы в считанные минуты превратился в груду бетонных обломков. 20 взрослых и 8 детей погибли. Сотни людей пострадали, получили травмы разной степени тяжести. Переломы, ушибы, рваные раны от острых осколков. Но никто из сотрудников так и не был наказан. При выяснении обстоятельств случившегося следователи пришли к выводу, что здание было спроектировано с ошибками. В результате в эксплуатацию был сдан объект, не отвечающий требованиям по безопасности и надежности. Виновных нашли, но реальных сроков они не получили. Так небольшой просчет унес или изменил жизни многих людей. Берегите себя. Помните, что аквапарк — это место экстремального отдыха. Будьте бдительны и обязательно следите за ситуацией. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось наше видео. Какие еще опасности подстерегают нас в аквапарке? Будем рады вашим комментариям. Спасибо за просмотр.